Когда мы были маленькими, мы, по крайней мере я, за себя-то я могу ручаться, тырили печеньки, конфеты, тайком брали банку варенья или меда и зачерпывали ложкой, чтобы чуть-чуть, чтобы было незаметно. И вот как-то вот так. Не буду судить за всех, но для детей это, пожалуй, естественное поведение. Его не надо поощрять, но что тут поделать? Сладости и вкусности зовут. А кого-то, быть может, еще подталкивало ощущение совершения такой мелкой вкусной кражи. Главное в этом деле не попасться и уйти безнаказанным. Я не призываю детей так делать, да и взрослым не советую, так что учтите. Но, быть может, это ощущение, этот прилив адреналина кого-то стимулирует настолько, что они начинают преступную карьеру. Грабить на улице, грабить лавочки, банки. Тут как с конфетами. Прилив адреналина от мысли о совершении, всплеск при самом совершении, шум от адреналина при уходе. И важно здесь, как с конфетами, остаться с тем, что ты взял, и уйти безнаказанным. А зачем, простите за любопытство, вам понадобилась голова Купидона? Всю жизнь меня тянуло к прекрасному. Не смог устоять. Но просто телефоны, часы, брюлики, деньги в какой-то момент наскучивают. И адреналин уже будет не тот. Захочется чего-то нового, чего-то, если не большего, то более значимого. Как насчет того, чтобы ограбить аукцион? Там выставляют предметы, которые чаще всего существуют в единственном экземпляре, а то и которым не одна сотня лет. Стоимость такой вещи может быть запредельной, и тут даже не столько жажда получить и продать, сколько сам факт обладания такой вещью. Это вам не фотография кинозвезды с автографом. Какая-нибудь картина эпохи Возрождения есть одна. Она была веками одна, и она одной останется. Копии мы, естественно, не воспринимаем. Длительная разведка, продуманный план, все отрепетировано, все играют свои роли. И вот, аукцион ограблен. А кто-то не расстался со своими миллионами. Пусть хоть это ему порадуется. Да вот беда. Все уже украдено до нас. Все уже украдено до нас. Хотя погодите, нет, не беда. Есть же кого спросить, слабое звено в цепи только одно. И оно уж точно должно что-то знать. Но не обязано помнить после того, как приложилось головой об что-нибудь твердое. Тут как не запугивай, чем не угрожай, что не обещай, толку никакого. Ну не помнит это слабое звено нужной для тебя информации. Память вообще очень хрупкая штука. И часто несправедливая. Она плохо держит что-то хорошее, цвета, запахи, звуки, прикосновения. Но какие-то плохие вещи это ей только давай. Но дяди не просто так потратили свое время и силы, они ведь хотят получить свое. А из ушибленного наглого человека достать информацию не получается. И врачи говорят, что лекарства для памяти нет. А раз традиционная медицина бессильна, в таком случае стоит обратиться к лицам нетрадиционной медицинской ориентации. Ты впадаешь в транс. Твои веки тяжелеют. Ты не можешь пошевелиться. Дэнни Бойл режиссер талантливый. Он режиссирует фильмы разного жанра, даже, поставил открытие Олимпийских игр в Лондоне. Но главной его заслугой я лично считаю персонажи его фильмов. Они не пустые, они живые и интересные. Они разные, они остаются обыкновенными людьми, но в голове откладываются как нечто особенное. Потому что они попадают в ситуации, которые что-то привычное, но оказаться в таком вы бы не хотели. 28 дней спустя, Миллионер из трущоб, На игле. 2 раза. 127 часов. Эти фильмы о самых обыкновенных людях, которые... может, минус 28 дней спустя, попадают в такие приключения, в которые попасть может кто угодно. При определенных условиях, разумеется. Так же и здесь. Ситуация, казалось бы, совершенно обыкновенная в каком-то смысле. Кто-то переукрал украденное, но не помнит. Давайте отведем виноватого к гипнотизеру, который попробует докопаться до нужного участка в памяти. А если по пути выяснится, что его предки были ассасинами, позвоним Абстерго, им такие нужны. Память штука хрупкая. В ней иногда
попросту не получается отыскать то, что тебе важно вспомнить. Однако память в то же время штука опасная. В ней могут храниться такие вещи, которые имеют огромную ценность и опасность, которые могут кому-то навредить, если ты это вспомнишь. Но люди не видят себя без памяти, ведь их память – это они сами. Воспоминания, опыт делают из нас тех, кто мы есть. Вот вам вопрос для разминки мозга. Берем страшного тирана, маньяка, чудовища, стираем ему память и внушаем, что он совершенно мирный и не опасный. И это срабатывает с 1000000% вероятностью, что одно стерто, а другое засело намертво. Можно ли его судить и казнить за те преступления, которые он совершил, будучи решительно другим человеком? Мы выяснили, что Бойл молодец, а что же актерский состав? Если вы не смотрели недавний «Сплит», то, во-первых, я бью вас тапком по лицу и гоню смотреть. А во-вторых, напоминаю, что МакЭвой играет как боженька. Безруков может идти и плакаться в свою березку. Британская актерская школа – это вам не козявки в носу ковырять. Это отлично и качественно. И если ты не бездарь, хорошо учился, конечно. Джеймс, судя по всему, учился на все 5. Ну и еще его акцент – это отдельный плюс. Розарио Доусон тоже умеет в актерскую игру и нехило. Разные ситуации, разные эмоции, совершенно разные поведенческие моменты в рамках одного персонажа. Ей все по плечу. Ну а месье Винсан Кассель – это... Зачем такие сложности? Отдельного упоминания заслуживает операторская работа, цветовая гамма, которую хочется облизывать, так все великолепно подобрано. И музыка. Композитор сотворил что-то настолько невероятное, что-то настолько, по ситуации, напряженное и успокаивающее, что-то настолько подходящее всем, вот без шуток вообще всем моментам в фильме. За такое надо памятник ставить. А вообще о фильме «Транс» чрезвычайно трудно говорить, чтобы не просочились какие-то спойлеры. То, что я вам рассказал завязку, это, пожалуй, портит впечатление не хуже пересказа всего сюжета гаком. Все, кто трудился над этим фильмом, старались на славу. Они проделали огромную работу, сняв прекрасный триллер, который часто пересматривать, конечно, не стоит, но ведь это не про экшен. Он играет со зрителем, как и персонажи играют друг с другом, показывая единичный пример работы человеческой памяти, работающий с серьезными сбоями из-за травм. Этот фильм заставляет досмотреть себя до конца. Каждый фрагмент, каждый кадр выверены настолько, что этот фильм нужно посмотреть, я считаю, каждому. Если мне удалось вас заинтриговать и вы спешите обзавестись данным фильмом для скорейшего просмотра, не поленитесь поставить лайк, особенно если вам понравилось это видео, особенно если вы об этом фильме не знали. Также делитесь в комментариях, рассказывая о том, как вам этот фильм. И не забывайте подписываться на канал и группу, где мы продолжим вам рассказывать об очень интересных вещах. А на этом я откланяюсь. С вами были я, и он. Увидимся через некоторое небольшое количество времени.